Я наконец-то нашла игру, которая сочетает две мои самые любимые вещи в этом мире. Вампиров и терапию. Вообще, кроме шуток, наверное, единственная вещь, о которой я жалею в этой жизни, это то, что я не получила образование психотерапевта. Тогда бы мне не пришлось бороться со своим комплексом спасителя или героя. Ну, короче, вы поняли. И да, мой голос звучит немного странно, потому что я простудилась, так что отличный повод добить мои голосовые связки. Это комедийная игра о бессмертных, переживающих исторические, но личные травмы. Отсылки к историческому насилию и угнетению могут расстроить некоторых. Эта игра была разработана при участии лицензированных терапевтов, но ее не следует рассматривать как замену терапии. Если только вы не вампир. Нет, я не вампир. Хотелось бы, но нет, я всего лишь цифровой демон. Меня зовут Сэм Уолс, и я покойник. Типа покойник. Видите ли, я вампир. Если вы думаете, что это значит всю эту чушь вроде шипения, Дракулы, ношения обтягивающей кожаной одежды и охоты на смертных ради развлечения, то я вас нисколько не виню. Это именно то, чем я занимался в молодые годы со своей бывшей бандой. И скажу вам, вампир, который хорошо обращается с оружием, может стать настоящим кошмаром. Но мне повезло, я встретил добрых смертных, которые видели дальше моих клыков. Они научили меня грамоте и показали, как мои мысли не дают мне обрести хоть какой-то покой. После их смерти я почти 90 лет скитался по просторам Америки, пытаясь понять себя, что означает быть вампиром, и я нашел откровение. Я понял, что не клыки делают нас монстрами, а саморазрушительный способ мышления. Как глубоко. Я отправляюсь в путешествие. Это, похоже, моя возможность сделать что-то хорошее в мире. Мне повезло, и теперь пришло время отдать долг. Вампиры не монстры, или, по крайней мере, им не обязательно быть таковыми. И что бы ни случилось, я им это докажу. Вампир-ковбой. Я думаю, это правильный адрес. Дом 27, Кляйнфелдер Мауштрассе. Вот это название. Чертовски много шума для этого времени ночи. Люди здесь допоздна не спят. Подождите-ка, эти люди вампиры? Мне стоит поостеречься. Ребят, все в порядке? Говорите по-английски? Немецкий вампир. Джах, привет, Альтер. Ты здесь, чтобы потусоваться с нами в горячем клубе? Ну, мы явно не для пати сюда приехали, наверное. Спросить о клубе. Что такого особого в этом клубе? У него тоже такой же акцент. Иммерхат, величайший клуб Альтерзетен. Владелец заботится о том, чтобы все хорошо проводили время. У меня не очень хорошо получается немецкий акцент. Ну ладно. Если кто-то ведет себя неуважительно, ему навсегда запрещается посещать клуб. Вы вольны делать все, что захотите, и быть тем, кем захотите, пока это никому не причиняет вреда. Я слышала, что они также привлекают старых сексуальных ковбоев. Тише, Макси. Он достаточно стар, чтобы быть тебе дедушкой. Да ладно, ты мне просто льстишь. Мне всего пара сотен лет. О боже, он такой милый, Рейнхард. Можно я его оставлю себе? Ладно, спросим про дресс-код. Я не уверен, что я одет по дресс-коду. Ковбойский образ очень сексуален, но вы немного вспотеете. Я надеюсь, мы все немного вспотеем. Я тоже надеюсь. Хорошо, что у нас тут немного прохладно, да? Не волнуйтесь, мой милый, мы согреем друг друга. Рейнхард, остановись. Не пугай американца. Я хочу это сделать. Макси Липхен, ты сегодня такая непослушная. Мне нравится это начало. Нет, это ты непослушный. И я абсолютно потеряла акцент. Я определенно больше не в Америке. Ладно, хочу повеселиться. Я хочу оторваться. Что это за вечеринка?
Такая, где мы танцуем всю ночь и становимся сексуальными. О, божечки, у меня температура поднялась. О, этот вид вампиров. Есть вещи получше, чем сосать кровь. Я обожаю их. Хотя сначала нам нужно пройти мимо вышибалы. Если мы этого не сделаем, я думаю, что наша ночь будет испорчена. Подождите, товарищи, вы похожи на тех, кто умеет развлекаться самостоятельно. Я не хочу развлекаться самостоятельно. Эмерхант — единственное место, где можно быть в пятницу вечером. Журнальчик, помогай. О май гад. Омегас, вы слишком много внимания уделяете этому делу. Это всего лишь ночной клуб. Ночь полна возможностей. Я бы не стала это говорить вампирам. Райхард, я не знаю, что это значит, но мне нравится, как говорит этот сексуальный американец. Вы заставляете нас думать, что, может быть, лучше, что мы не попали в клуб, потому что теперь мы встретили вас. Если встреча со мной сделает вашу ночь лучше, я рад, что мы встретились. Мне, правда, нужно найти Андромаха. Тебе нужно пройти мимо вышибалы. Он решает, кто войдет, а кто нет. И он не смотрел в нашу сторону всю ночь. Может быть, я перекинусь с ним парой слов. Извините, дружище, я слышал, что вы тот человек, с которым стоит поговорить об этом деле. Я здесь, чтобы увидеть Андромахаса. Развлекайся, дружище. Спасибо, Амиго. Тебе тоже хорошей ночи. Ковбой, а как же мы? Он же типа такой рубаха-парень, всем помогает, бла-бла-бла. Принести им радость. Да, конечно, они мои друзья. Развлекайтесь, друзья. Ну, вы двое, у нас нету всей ночи. Эй. Чёрт, тут очень громко. Не говори, чувак. Давай, моя либо, потанцуй с нами. О, вы, детки, развлекайтесь, я нагоню вас позже. Проклятье, я бы лучше послушал, как рожает суслик, чем это. Я обожаю этого чувака. Я лучше поговорю с тем, кто разливает выпивку в этом салуне. Он должен знать, где Андромахас в салуне, блин. Я бы спросила, с какого ты века, но мы уже знаем. Извините, мэм. Ну, посмотри на себя. У нас тут много модников 80-х, но обычно не 100, 880-х. Что тебе принести, ковбой? Специальное предложение, Red Bull и водка? Я никогда не пил Red Bull. На самом деле, я ищу владельца. Он сегодня здесь? Может быть. Как ты сказал, тебя зовут? Сэм Уолс. Прошу прощения. Сэм Уолс? Я не думаю, что я знаю что-то. В конце концов, я просто ничего не знающий бармен. С того места, где я стою, я вижу человека со стилем и уверенностью в себе, а не просто автомат по раздаче напитков. Не клей на себя ярлык, как будто ты ничего из себя не представляешь. Не беспокойся обо мне, ковбой. Человек наверху предупредил меня, что ты придешь. Я просто хотела проверить, тот ли ты, за кого себя выдаешь. Вот что, позволь мне дать тебе кое-что из нашего особого запаса. Я не думаю, что ты ищешь выпивку. Спасибо большое, мэм. Мне было интересно, где кровь. Я встретил снаружи нескольких вампиров, поэтому я решила, что это вампирский клуб. Ты встретил готов, дорогуша, они здесь, чтобы танцевать и веселиться. Так что, все эти люди смертные? Как ты думаешь, откуда главный вампир получает кровь? Они не могут дождаться, чтобы поделиться ею с ним. Это особый опыт. Он здесь единственный настоящий вампир. Ну, он и Берт. Берт? Блин, мне нравится музыка, но она такая классная. Ты уже его встречал. Берт, подойди сюда. Носферату, блин. Он пришел, чтобы посмотреть на большого парня. Проведи его наверх, ладно? Развлекайся, дружище. Понятно, это единственная фраза, которую он знает. Удачи наверху, ковбой. Надеюсь, ты найдешь то, что ищешь.
Хауди? Это Сэм Уоллс, который хотел повидаться с вами, сэр. Тот чувак, который слал вам вимейлы. Да, я знаю, кто ты, Сэм Уоллс. Ты пришел сюда, потому что ты веришь, что можешь помочь нашему роду. Вопрос в том, способен ли ты помочь самому себе. Я могу себе помочь. Я уже больше века помогаю себе, не думаю, что мне нужна помощь. Тогда тебе придется приготовиться усвоить труднейший урок. Нам всем нужна помощь, Сэмюэль. Я рад, что ты пришел получить мою. Ты меня до чертиков напугал. Тебе стоит позволить древнему вампиру играть в его игры. Он все равно будет это делать. Пожалуйста, садись. У меня неограниченное время, Сэмюэль. Я рад поделиться его частью с тобой. Наш вид может быть довольно устоявшимся в своих привычках. Вдохновляет видеть кого-то столь молодого и жаждущего учиться. Да, ну, я не очень-то учился, когда был жив. Я просто наверстываю упущенное время, наверное. Похоже, ты справляешься со своей жизнью лучше, чем большинство. Меня особенно заинтриговали эти откровения, которые ты получил во время прогулок на природе. Да, это... Но я отдаю должное прогулкам. Ничто не упорядочивает мои мысли лучше. Душ помогает? Увлекательно, Сэмюэль. Эти откровения, которые ты получил в лесу. У смертных психологов есть для них термин. Они называются когнитивные искажения. Когнитивные искажения? Как будто кому-то из вас это интересно. Но то, что ты описываешь, отражает слова моего старого друга, Марки Аурелиуса. Он говорил, что масштабы жизненных испытаний часто превращают нас в худшую версию нас. Ты имеешь в виду Маркуса Аврелия, римского императора? Конечно, его звали Маркус. Марки было его спальным именем. Что? Ты хочешь сказать, что ты и император... Это был Древний Рим. Пенетрация была похожа на рукопожатие. Что, блядь? Да, у меня такая же реакция, чувак. Мои извинения, совсем забыл, что ты американец. Как будто это что-то значит. Чувак, нельзя между какой-то скучной херотой делать такие вставки. Я тут чуть чаем не подавилась. Я знаю, что ты пришел учиться у меня, поэтому я сделаю все возможное, чтобы почтить твои добрые намерения. Давай убедимся, что ты понимаешь концепции маркировки, ошибок контроля и мышления Носферату. Экзамен? Если я приглашу своих друзей-вампиров, я знаю, что мне придется иметь дело с гуано, разбросанных по всему дому, когда к концу вечера они превратятся в летучих мышей. Это есть ошибка контроля, сэр. Вы ведете себя так, будто у вас нет контроля, но вы могли бы установить некоторые основные правила для гостей. Или положить газетку. Или выразить беспокойство моим друзьям, что они не приучены к туалету. Очень хорошо, Сэмюэль. Давай-ка я попробую еще раз. Я Андромах, древняя тьма, бич Средиземноморья, погибель смертных. Это определенно интенсивный лейбелинг. Некоторые из этих имен трудно переварить. Сэмюэль, теперь я не только заинтригован тобой, но и впечатлен. Я очень хотел бы научить тебя своему способу. Но сначала я должен потребовать кое-что от тебя. Снимать штаны. Что угодно, я здесь, чтобы учиться. Ты должен получить терапию сам. Я не позволю тебе принимать клиентов без обязательств по собственному психическому здоровью. Подожди минутку, я не знаю, нужна ли мне терапия. Я чувствую себя довольно хорошо в последнее время. Сэмюэль, нам всем нужна терапия, чтобы жить в этом мире. Ты говоришь с когнитивными искажениями с того момента, как вошел в мой кабинет. Правда? Я даже не заметил. Они очень коварны, но я здесь, чтобы помочь тебе распознать их и бросить им вызов. Ты слишком долго шел один, Сэмюэль. Позволь мне поделиться с тобой своим опытом. Ну ладно, как скажешь. Я ценю, что ты уделил время работе над этим старым ковбоем. У нас есть все время этого мира, Сэмюэль. Но сейчас ты, наверное, жаждешь чего-то свежего. Пожалуйста, танцуй, пей в волю. Мы начнем завтра.
Черт, посмотри на всех этих смертных, потеющих, с бьющейся кровью. Я хочу пить, но нет такой силы на этой земле, которая вытащит меня на танцпол. Это не Клинт Иствуд снова. Как все прошло, ковбой? Кажется, я тут задержусь. Думаю, мне лучше привыкнуть к здешним вещам. Рада слышать. Пора бы уже кому-то помочь Энди с этой работой. Похоже, у вас, вампиров, много проблем, которые нужно решить. Кстати, меня зовут Кримсон. Ты конфетка, Кримсон. Приятно познакомиться, Кримсон. Откуда ты так много знаешь о том, что делает Энди? Постельные разговоры. Я его кровавый партнер. Я скалолаз. Я наткнулась на одно из его логовищ на Мадагаскаре. Нашла пещеру, когда поднималась на гору, и вот он, голый в джакузи. Черт, должно быть, это было то еще зрелище. Кроме шуток, ковбой. Не ожидала роскошных апартаментов с великолепным голым вампиром внутри горы. Мы нашли общий язык, и он попросил меня вернуться сюда с ним. Мне нравятся приключения, поэтому я сказала, какого черта? Я буду встречаться с прекрасным Дракулой. Но что ты со мной разговариваешь, ковбой? Кровь кипит на танцполе. Эти дети не прочь небольшого укуса. Редфорд, смотри, это снова тот сексуальный старикан. Ты должен купить нам выпивку, старикан. Тебе наверняка повезет. Вообще-то тебе определенно повезет. Stop it. Так они не вампиры, они просто готы. Плотские утехи — это не совсем то, что мне нужно сегодня вечером. Да ладно ты, обломщик. Это потому, что вы еще не испытывали этих удовольствий с нами. Купите нам выпивку, и вы откроете для себя большое удовольствие. Сказать, что они не его тип. Блин, но это неправда. Это неправда. Ладно. Сказать, что алкоголь им вредит. Я не куплю вам выпивку, эта штука вам вредит. Они определенно мой тип. Я обожаю немецкий акцент. Ты над нами шутишь? Это же бар. Все нормально, он просто пытается нас защитить. Не так ли? Опа. Знаете, мне кажется, что напитки здесь недостаточно крепкие для вас двоих. Ладно, скажу, что они могут сами себя поддержать. Я не куплю вам выпивку, думаю, я оскорблю ваше экономическое положение. Что? Что за херня? Малиба, не переживай о нас. Мы просто хотим почувствовать себя особенными. У нас есть прибыльная работа в сфере IT. Ну да. Ладно, скажу, что у меня денег нет. Я не куплю вам выпивку, у меня есть только старые добрые доллары. Мне нравятся американские деньги. Все, что изображено на наших деньгах, это здание. На ваших изображены сексуальные старые мужчины. Ладно, я куплюсь. Который из этих стариков секси? Мне нравится Хамильтон. Его осанка просто такая мощная. Существует долларная монета с изображением Эльзенхауэра. Господи, боже мой, они возбуждаются от денег. Притом не в том смысле. О, да, ты права, Эйзенхауэр. Как вы говорите, американцы? Закуска. Я понял, вам нравятся старые чуваки. Я не куплю вам выпивку, вы не мой тип. О, но мы не хотим жениться на тебе, мы просто хотим с тобой развлечься. Вы, детки, слишком. Эти дети просто не оставляют меня в покое. Не знаю, как насчет барышни, но чувак не выглядит таким уж детем. Купить им выпивку. Хватит дразнить ковбоя, детки. Они просто с тобой дурачатся. Выпивка здесь бесплатна. Реально? Я никогда не был в салоне с бесплатным бухлом. Назовем это обменом напитками. Понятно. Люди приходят, дают кровь, а им за это дают бухло. Класс. Итак, все здесь знают, что они могут делиться кровью? Только до тех пор, пока есть согласие. Мы хотим создать здесь безопасную среду. Почему бы тебе не отвезти Рейнхард и Макси в комнату фетишей? Что? Фетиш-комнату? Ты больше не в Канзасе, ковбой. Мы здесь не боимся секса. Я из Миссури, но я понял вашу точку зрения. Никто не должен делать там ничего, чего не хочет. Просто развлекайся и пей в волю, красавчик. Я уверена, что буду часто тебя видеть
Макси Рейхард — это один из наших особых клиентов. А, так? Эйн вампир? Я думаю, нам всем тогда повезет. Моя шея пульсирует от предвкушения. Черт, тогда, похоже, мне пора идти в комнату извращений. Наверное, извращения будут правильнее, чем фетишей. Спасибо, Кримсон. Я знал, что мужчина, носящий столько кожи, не может быть скучным. Ну что ж, вы меня раскололи. Это то, что мы сейчас делаем? Дайте мне документы, я подпишусь под ним. Я действительно больше не в Миссури. Слушай, мне больше нравится кусаться. О, твои зубы выглядят идеально. Ты собираешься укусить меня ими? Таков план. Кто будет первым? Я. Ну тогда поднимайся наверх. What the fuck? Ага. Вау. О, да, это ощущается потрясающе. О, надеюсь, это хорошо. Ну что, настала уже моя очередь? Конечно, подходи. О боже мой, ее сложнее укусить. Ладно. Ау, моя артерия. Так что, не в артерию надо было кусать, а куда? Прости, дай мне попробовать еще раз. Блин, а куда тебя кусать? Ну, не можешь снять этот чертов ошейник? Нет, он мне нравится. Попробуй еще раз. Да чтоб тебя, женщина! Куда тебя кусать? Клянусь, ты пошевелилась. Куда ее кусать? Я не двигалась. Опа, я была хорошей девочкой. Я ненавижу тебя. О, Рейнхард, этот горячий старый вампир меня измотал. Я тоже, Макси. У меня такое чувство, будто я настроил почтовый сервер. Задрот! Я вызову нам такси, Липхен. Ковбой, в следующий раз мы поговорим о том, что ты упомянул ранее. Сэмюэль, подожди минутку, вижу, ты насытился. Ты уходишь? Да, думаю, что мне нужно немного поспать. Я запрусь в гробу в хранилище. Склад? Ох, прошу, пожалуйста, можешь воспользоваться моим гостевым гробом. Я настаиваю. Ты должен хорошо отдохнуть перед предстоящими испытаниями. Ну, черт, он такой плюшевый. Думаю, это один из этих умных гробов. Я не думаю, что мне стоит продолжать смотреть фильм. Тут больше нечем заняться. Думаю, мне пора спать. Надеюсь, я готов ко всему этому. Я не готова. Сэмюэль, добрый вечер. Надеюсь, ты хорошо спал. Да, Сэмюэль спал хорошо. Но на этом пока все. Я пойду, пожалуй, согрею себе чаек, намажусь звездочкой, закапаю нос, потому что меня уже достали сопли. В общем, да, я пойду лечиться. Не давайте всяким левым вампирам кусать вас за шею. На этом все. Услышимся.